Мы находимся в шведском квартале Санкт-Петербурга, у так называемого шведского дома на Малой Конечной улице. Раньше это был дом шведского прихода, рядом с зданием шведской церкви Святой Екатерины. В настоящее время здесь располагается Генеральное консульство Швеции. Россию и Швецию, соседи по Балтике, на протяжении многих веков связывали экономические и культурные отношения. Согласно одному довольно подробному описанию Санкт-Петербурга конца XVIII столетия, уже тогда шведы были довольно многочисленной группой среди иностранных жителей города. Они занимались преимущественно ремеслами и мануфактурами, и, как отмечалось, были прилежными и работящими и переносили пользу России различными способами. Так уж получилось, что уже более четверти века моя жизнь тоже связана со Швецией. Работа, друзья, увлечение фотографией. Поэтому я хочу рассказать о выдающемся шведе, который значительно украсил архитектурный облик любимого Санкт-Петербурга, обогатив визуально его улицы и площади. Его имя Федор Лидваль. Федор Лидваль – сын обосновавшегося в Петербурге работящего и предприимчивого шведского портного, который приносил пользу России в качестве императорского придворного поставщика мундиров. Среди клиентов его крупнейшей в России портняжной фирмы были российские императоры и видные аристократы. Фредерик, по-русски Федор, был вторым ребенком в большой семье и поначалу учился в подготовительных классах шведской церковно-приходской школы. Федор решил стать архитектором и поступил в Академию художеств по классу архитектуры. Его учителем был признанный талантливый педагог и архитектор, гений эклектики Леонтий Бенуа, вместе с которым впоследствии Лидваль будет работать над реставрацией и перестройкой отеля «Европа». Уже первый спроектированный им дом принес славу Лидвалю. Он стал модным и популярным. Это был комплекс жилых домов по заказу матери. Конфигурация участка под застройку была непростой, с изломанными линиями, расположен на углу только застраивавшегося в то время Каменноостровского проспекта, и поэтому обязывал к интересному архитектурному решению. Дом был построен в стиле модерн, стремительно ворвавшегося в архитектуру Петербурга в конце XIX века. Модерн был новым артистическим и культурным направлением Европы. Новый стиль выражал давнишнее стремление к синтезу искусств, веру в возможности искусства воздействовать на жизнь своими средствами. Архитектура, как искусство, создающее среду обитания, становилась самым подходящим объектом для выражения этих идей. Задачи архитектуры виделись в том, чтобы насколько возможно заменить нам природу, быть как природа торжественной и нежной, давать нам образы, заимствованные у природы. Кривая линия, изгиб, которому придавалось так много значения в модерне, символизировали саму жизнь, прихотливую, неожиданную, переменчивую. Жажда перемен, нового стиля способствовали развитию таланта амбициозного Лидваля. Дом состоял из 3 разноплановых с симметричными фасадами корпусов. Лидваль расположил их так, чтобы все они были открыты улице. Между ними образовался курдонер, двор перед главным фасадом, огорожен со стороны улицы решеткой с фонарями. Впечатление динамичности композиции усиливается применением нерегулярной каменной кладки из блоков разных размеров, формы и цвета, а также исключительным разнообразием графики фасадов, оконных проемов и переплетов, порталов, карнизов, декоративных деталей. Интересно отметить, что последним придан специфический северный характер. В качестве декора использованы слегка стилизованные изображения сов, рыси, грибов и других представителей северной фауны и флоры. Кованые решетки балконов состоят из растительных и геометрических орнаментов. Весь этот металлический декор вместе с оградой, фонарями придает дому нарядность и своеобразие. Здесь жило несколько ветвей семьи Лидвалей. И здесь же у Федора располагалось его архитектурное бюро. В 1901 году шведский приход поручил Лидвалю спроектировать доходный дом
рядом с приходской церковью Святой Екатерины, на Малой Конюшной улице. Дом был открыт в 1905 году. В благодарность Лидваль получил от прихода богато орнаментированную серебряную кружку и был награжден орденом Станислава Третьей степени. В настоящее время здесь находится музей шведских архитекторов Карла Андерсена и Федора Лидваля. Он скоро обрел прочную славу искусного и добросовестного зодчего, принимавшего активное участие на каждом этапе работы и разрабатывающего проекты до мельчайших деталей. Доходный дом Калана отличается особой сдержанностью и строгостью. Массивные плоскости темных стен оживляет светлый орнамент. Доходный дом инженера Циммермана является угловым. Сочетание светлой штукатурки и глазурованной плитки придает живописность композиции. Основным украшением дома являются окна, их около 25 видов. На фасаде дома видна латинская буква «Л», фирменный знак Федора Лидваля. В 1907 году особая комиссия по присуждению премий за лучшие фасады присудила Федору Лидвалю серебряную медаль за фасад углового доходного дома инженера Мельцера. В порталах заметна римская датировка MCMV 1905 год. Крупный полукруглый эркер завершен башней двухъярусным куполом шлемофидной формы. В отделке фасадов гранит сочетается с цветной штукатуркой. Знаменитый Толстовский дом назван в честь владельца участка земли и дома, графа Михаила Толстого, из разветвленного рода Толстых. Арки, шестиэтажные стены украшены гранитом и скульптурным декором. Лабиринт этого дома связывает арками несколько внутренних дворов и две улицы – набережную Фонтанки и улицу Рубинштейна. Этот проходной двор иногда называют улицей Лидваля. Федор Лидваль выполнил несколько проектов для самой известной и состоятельной шведской семьи предпринимателей и промышленников – Нобелей. Первый заказ – перестройка главной конторы крупнейшей в России нефтепромышленной компании братьев Нобелей на углу Итальянской улицы и канала Грибоедова, 1909 год. В архитектурном облике здания видны признаки неоклассицизма. Также был построен доходный дом для служащих товарищества братьев Нобелей на Лесном проспекте 20. Здесь заимствованы элементы зодчества итальянского ренессанса и старинной шведской архитектуры. Фасад здания украшают памятные плиты в честь Людвига и Эммануила Нобелей. Арочное решение перекликается с мотивами Толстовского дома. Сводчатый проезд здания поддерживают 5 пар тонко нарисованных и великолепно выполненных гранитных колонн. Он оформляет въезд на внутреннюю улицу. Напротив была перестроена резиденция тогдашнего руководителя компании Эммануила Нобеля. Выразительные и элегантные дома на фоне достаточно невзрачной окружающей обстановки бесспорно привлекают взгляд.
Здание Азовско-Донского банка на Большой морской улице – типичное детище Лидваля, элегантно соединивший в себя модерн и неоклассицизм. Полуколонны ионического ордера и красивые скульптурные работы на фасаде, особенно фризы, тоже спроектированы Лидвалем. Долгое время здание занимал центральный узел международной телефонной связи. Его великолепные просторные залы знакомы многим петербуржцам. В подобном же стиле Лидваль создал здание для другого финансового учреждения – Второго общества взаимного кредита на Садовой улице 34. Совместно со своим бывшим учителем Леонтием Бенуа Федор Лидваль принял участие в реконструкции знаменитого отеля «Европа», придав ему современный вид. Он добавил один этаж к зданию и спроектировал великолепные интерьеры в стиле модерн, где проявился его талант и внимание к мельчайшим деталям. Он сделал чертежи парадной лестницы, мебели, витражей. Лидваль тонко ощущал классическое архитектурное наследие Петербурга и разработал стиль, соединивший в себе осторожный модерн и неоклассицизм, гармонию новых форм и классических приемов. Превосходный образец этого стиля – отель «Астория». Очертания и монументальная пропорция сделали это здание гармоничным звеном в существующей застройке Исаакиевской площади, подчеркивая деликатность и уважение к архитектурным шедеврам предшественников. Астория была построена накануне 300-летия царствующей династии Романовых. На торжество приехало большое количество именитых гостей, и им было где остановиться. Гостиница предложила изысканный комфорт и современную инфраструктуру. Эти состоятельные постояльцы и разнесли по всей Европе славу Астории. Успехи принесли Лидвалю и большие доходы, и прочное общественное положение. Последнему способствовала также женитьба на Маргарете Эйлерс, дочери придворного поставщика цветов Германа Эйлерса. Лидваль спроектировал дом для своего тестя в любимом стиле модерн. Есть занятная история о том, как Эйлерс потребовал экономических гарантий для своей дочери и попросил будущего зятя сообщить о своих доходах. Дело в том, что Лидваль был равнодушен к деньгам, эта сторона дела его мало интересовала. Однако, сделав подсчеты, Лидваль назвал старику эту сумму, и тот объявил, что удовлетворен. По прошествии года супружеской жизни Лидваль произвел подсчет и пришел к удивившему его результату. Оказалось, что его семья потратила вдвое больше того, что, как полагал Лидваль, было его годовым доходом. Как-то император Николай II предложил Лидвалю должность придворного архитектора. Федор Лидваль отказался, не хотел терять шведского гражданства. Двойного тогда попросту не было. Когда в 1917 году разразился настоящий экономический коммунизм, Лидваль работал в Петербурге над несколькими проектами, в частности родильного дома и еще одного банка. Как и многим шведам, Лидвалю пришлось уехать на историческую родину уже из Петрограда и оставить богатое имущество, недвижимость, ценные вещи, банковские счета. Возвращение в Швецию означало существование экономически необеспеченное и в социальном отношении нелегкое. Он продолжал проектировать здания, но это уже совсем другая история. Федор Лидваль был одним из наиболее уважаемых архитекторов России и гением модерна в петербургском зодчестве первых десятилетий 20-го столетия.